этажа и сели на автобус до Яншо. Нас пересадили в автобус побольше. Проезжаем Гуйлинь. Уже на подъезде к Гуйлиню пошли эти горы. Сейчас мы уже едем, наверное, минут 40 от него. Все эти горы, горы, горы. И они очень красивые. У меня все время вопрос, почему? Почему они выглядят именно так? Все, мы в Яншо. Сейчас отель подберем, пойдем. У нас ковбойский номер в этот раз. Но симпатичный, кстати. Но мы опять для него шли кругами. Намотали лишних метров 300. Нам же по прямой не ходится, нам надо все трущобы собрать по пути. Все, вышли гулять из отеля по городу, фрукты искать себе на пропитание, потому что на одной местной еде мы не можем выживать. Нам нужно еще что-то извне, типа фруктов. Впервые за все время пребывания в Китае небо рельефное. Было все время однотонного грязно-серого цвета. Город прямо под горами стоит. Я бы даже сказала, между гор. Эти холмики, они прямо из-за домов возвышаются. Собственно, заказ. Эта штука была в обед нам принесена в деревянной ракушке. Рынок рядом с нашим отелем. Это кабачок, наш отель. Идем искать главную улицу. Такие штуки крутящиеся, как цилиндры, либо как диски вращающиеся, означают, что в этом заведении находится что-нибудь связанное с красотой, типа парикмахерской, маникюрного салона, что-то в этом роде. Мы нашли главную улицу, пешеходную. Друга. Две конкурирующие организации кричат. Я так понимаю, на этой улице основная реклама — это песни и танцы. Да, иди тоже постучи. Капустный лист по рецепту Малахова. Эти тарелки, которыми сервировали в обед, и мы их потом не сняли. Hello. Can I? Thank you. Идешь, и гора. Прямо здесь, из города торчит. Красиво. Вообще здесь еще ответвления есть на этих улицах. Атмосфера очень приятная, очень веселая. Пахнет вкусно отовсюду. Это что такое? Странное очень. Тебе так нравится, здесь никто не против, что их снимают? Эта штука похожа на уголь внешне. А, это мак. Мак? Угу.
кунжутом. Вы не пробовали такие? Пойдемте попробуем. Это местное печенье, тоже детям взяла. Нет, не пробовали. А в чем у тебя руки? Ты могилы раскапывал? Нюхайте. Вкусно пахнет. Даша, а покорми меня с ложечки, пожалуйста. На облепиху похоже. Да. Это какой-то, наверное, аниме-герой. Что-то знакомое, но я не разбираюсь в таких вещах. Мои любимые тофу. Во всех вариантах. Нам готовят пирожки. Очень вкусно и похоже на пирожок с капустой. Это на тесто похоже, да? Как тебе здесь? Я сытая и довольная. Храм на горе подсвечивается. Сегодня мы сплавляемся на плотах, бросили вещи в отеле и поехали в Синьпинь. Мы пришли, посмотрели меню, никто нас не встретил, но они узнают о том, что мы здесь были. Я наконец попробую овощные пельмешки. Синьпинь более маленький городок, ближе к деревенскому типу. Каменное сало. Мы все время смотрели, что они за бамбук жуют, а это, похоже, сахарный тростник. Я думаю, да. Сладкий и сочный. Нам сейчас дадут плевательный пакет. Женщина здесь на пристани нам предложила лодки, но они нам не подходят. Они идут 50 минут, а мы хотим на 2 часа. И мы пошли в другое место, и она вот как падальщик идет и выслеживает свою добычу по пятам за нами. Наша женщина Росомаха нас все-таки выследила, нагнала, и мы берем у нее лодку на час. Спрашивали у местных ребят, ну как не местных, а туристов. Они говорят, мы ни вас не понимаем, ни местных жителей, ничем они нам не помогли. Поэтому поедем на короткую дистанцию. Эти горы изображены на 20 юанях. Вон тех ребят спрашивали, поэтому эти ребята на их фоне фотографируются. Так, для начала мы едем на Тарантайке. Окей. Мы сейчас отказались ехать, а может сейчас лодку посмотрим. Снимай с меня тяжеленные. Не знаю как. Деньги стрясем назад. Орать начнем. Орать мы умеем. Затыкаем их пальцами. Автомобиль заберем. Мы сегодня утром прочитали статью про жесты, приличные, неприличные, и вообще, что означает здесь в Китае. Один из жестов был, что указать пальцем на человека – это признак агрессии, то есть проявление агрессии. А мы, разумеется, этим пользуемся все это время в поездке. И вот сейчас решили нам, если вдруг сейчас мы деньги заплатили за лодку, а нас не повезут, бай-бай. Мы их затыкаем до паники. А еще будем пальцами вниз, мизинцами тыкать активно на женщин. Вот они обидятся. Ой. Так, тут на бамбу здесь. На чем? Ну, бамбу так они называют. Болт? Бамбу-болт они говорят. Это бамбуковая лодка, да? Да. Бамбуковая лодка. Что? Из железа? Из железа. Из железа, ну. Бамбуковая лодка из железа. Да, да. Мне нравится здесь ехать. Мне
тоже. Ветерок. Я вот так бы по всему Китаю бы и ездила. Ну, в хорошую погоду, да. Нет, ехать 20 часов я бы не хотела. Но 20 часов пожалуй, да. на поезде. Здесь и сейчас кроватку разложить, едой обложиться, то вообще красота. В Тарантайке нас высадили на обзорную площадку пофотографировать. Причем им пришлось нам долго объяснять. Идите фотографируйте. Местные-то, видимо, сразу же бегут с фотоаппаратами, щелкать начинают все. А мы такие подозрительные, где наша лодка. Мы заплатили за лодку опять. Мы заплатили за лодку в оба конца. Вверх по течению и ниже по течению. И нас на этой тарантайке везут и везут, везут и везут. И мы буквально 10 метров не дотерпели, давай долбиться, где наша лодка просить. Он говорит, да вот уже за поворотом. Вот. Ну, кругом хитрецы, даже, говорит, нас еще никто не провел. Ну, не знаю. Возможно, мы об этом просто не догадываемся. 12. Sheer. Сейчас поедем на лодке в сторону вида, который находится на 20-юаневой купюре. Ни на какую лодку не говорят. Здесь мы, видимо, Каждому по лодке ложим. прежде чем затыкивать их пальцами, мы решили запугать их показательными представлениями. Ира сейчас пойдет отжиматься на набережной. Позы какие-нибудь знаешь, осаны. Закончи осаной труп. Что? Не знаю, чем за ней закончить. Мы, значит, послали ее устрашать. Она им там поклоны и благодарности отвешивает. Он приходит, а здесь уже цыганский табор. Блин, что это такое? Ира, это просто сработало так быстро. Опять не нас. Просто вообще в дальнее плавание одних отправляют. Я не против. Но мы дальше водопада не пройдем. Мы планировали сплавляться по естественному течению, по естественной скорости реки. Но, судя по всему, потому что мы видим вокруг, и по течению, и против течения лодки идут с мотором. Ну точно, пойдем с ветерком зато. Нас высадили полюбоваться видом, который на 20 юанях изображен. Так, на моем телефоне тоже села батарея. Нас, короче, прятали от полиции. Мы пока не совсем поняли, почему. Прятали от полиции. Табор наш отсюда сказали нам убрать. Мы решили, что, возможно, кто-то проезжал с какой-то проверкой, либо мы не вовремя поехали, но по переводчику местные жители нам попытались объяснить, что какая-то лодка едет, ее сопровождает полиция, и нас, короче, прятали. Вот. Все. Больше снимать не буду, не на что. Потом поедем домой и будем гулять по городу. Все, пока. Так-то.